Всем привет! Сегодня я буду утилизировать всевозможные джинсовые лоскуты, которые у меня накопились. У меня вот еще мешок здесь целый. Маленькие, большие, карманы, части гульфиков, кокетки задние, тоже какие-то обрезки и обрезки кожи. Вот я таких цветов выбрала: желтый, коричневый, немножко бежевый здесь. Буду как-то это все совмещать. Еще, не совсем точно представляю, что получится. Примерно могу себе представить делать полотно для сумки. Сумку я буду шить, я решила. Я буду методом быстрой сборки на флизелине. Из флизелина я вырезала уже основу для сумки. Размеры я проставила. Это уже с припусками на швы. Здесь 45, 35 и 6. С учетом вот этих припусков здесь. Здесь срезы будут стачиваться. Теперь, вот смотрите, эта основа, она со сгибом здесь. Я ее размещу на гладильной доске клеевой стороной наверх. И буду сюда прикладывать всякие вот эти кусочки джинсовые. Ну, не знаю, буду их как-то подрезать, может быть, в каком-то произвольном порядке их складывать. Кожаные кусочки тоже как-то комбинировать. И сразу это буду все фиксировать утюгом. Собирать верх сумки я закончила. Вот это у меня будет лицевая сторона. Вот это изнаночная. Изнаночную я не стала сильно украшать. Вот буквально маленький кусочек кожи. Тут пришила пару шлевок. Здесь я чуть побольше сделала украшений. Вот такую вот штучку нашла. К ней карабинчик прицепила. Вот этот кусочек я пришью попозже, когда у меня будет молния уже здесь притачена. Теперь можно заняться уже подкладкой. Ее кроить я буду вот из этой ткани. Точно такой же формы, точно такого же размера. Выполню на подкладке 2 кармана. Один накладной, другой прорезной на молнии. По прорезному карману на молнию у меня есть отдельное видео на канале, поэтому я уж показывать не буду, как это делается. Сейчас сделаю подкладку и покажу, что дальше. Подкладка готова. С одной стороны, как я говорила, накладной карман, с другой стороны прорезной карман на молнию. Теперь уже можно переходить к сборке сумки. Обычно я стачиваю боковые срезы, делаю дно, затем втачиваю молнию. Сегодня я буду делать немного по-другому. Сегодня я начну с молнии. У меня молния чуть длиннее, чем сумка, она разъемная. Можно и обычную молнию, не разъемную, ничего страшного в этом нет. Я ее размещаю, смотрите. Вот начало зубчиков у меня от края примерно на расстоянии 4 сантиметра будет располагаться. Я притачаю молнию здесь, скажем, полсантиметра где-то от зубчиков я отступлю, сделаю строчку. И с этой стороны то же самое. Я молнию свою расстегну, мне удобнее так будет притачивать ее. Если у вас молния не разъемная, ну возьмите чуть подлиннее, да, чтобы было удобно. Вторую часть, вторую сторону я притачаю точно так же. Теперь смотрите, накладываем подкладку.
И притачиваем строчка в строчку с этой стороны. И с этой стороны то же самое. После того, как притачена подкладка сюда, можно уже стачивать боковые срезы. Молнию я закрыла, обрезала. И вот таким образом складываем. Подкладка лицом к лицу, верх сумки лицом к лицу. Здесь, вот на этой стороне, где молния начинается, тут, в принципе, проблем никаких нет. Припуски я буду вот на джинсовую часть вот так вот отгибать. И вот таким образом проложу строчку. Здесь, на этой стороне, где молния, для того, чтобы мне не сломать иголку, а зубчики, я здесь на расстоянии примерно 2 сантиметра сейчас поставлю временную закрепку нитками и уберу вот эти все зубчики. Они здесь уже не нужны. И затем стачаю точно так же вот этот край. Боковые срезы стачены. И на одном срезе я забыла сказать, вы уж меня простите, пожалуйста, надо оставить небольшой открытый участок для того, чтобы эту сумку можно было вывернуть. Теперь нам нужно сформировать дно. Для этого зашиваем вот эти уголки. То есть вот таким образом их расправляем. Припуски на разные стороны. Прокладываем строчку здесь. То же самое здесь. Здесь и здесь. То есть 4 уголка у нас должно получиться. И затем выворачиваем через это открытое отверстие. Я здесь в уголках по 2 строчки проложила для надежности. Теперь аккуратнее. Вот, сразу же видно, как выглядит сумка внутри. Здесь я потом зашью в конце. Теперь нужно будет, смотрите, подкладку вот так вот приутюжить, чтобы она в молнию не попадала, да, под молнию, под бегунок. И проложить строчку вот отсюда, да, я начну. И вот так по кругу до сюда. Подкладка надежно зафиксирована. Она теперь не будет попадать сюда, в собачку, да, или под собачку между зубчиками. Теперь мне нужно будет молнию привести в симметричный вид. Вот здесь я оставляла 4 сантиметра с края. У меня сейчас получилось 3,5 примерно. Точно на таком же расстоянии отсюда я поставлю заглушку и уберу оставшиеся зубчики. Молния готова. Теперь смотрите, вот здесь вверху я точно так же сложу, как дно мы делаем. Вот такой уголок. И здесь проложу строчку, зафиксирую вот это место. Прокладывать я ее буду вот так, чтобы у меня примерно 4 сантиметра было. Сама строчка. От уголка до уголка. Вот 4. С этой стороны точно так же я сделаю. Тоже так же строчку проложу, зафиксирую это место. Я по 2 строчки опять же проложила. Одну вот 4 сантиметра, вторую поменьше чуть-чуть. Теперь вот здесь вот я обрежу вот эти углы. Здесь очень толсто. Там все эти подгибы. Оно здесь ну, совсем не нужно. Вот эти вот углы.
Теперь сюда я буду приклеивать вот такие шлёвки кожаные. Я уже продела полукольца в них. Они вот такого размера, смотрите, 11 сантиметров у них длина, 4 сантиметра ширина. И здесь, где полукольцо, я поуже сделала. Вот таким образом я их сейчас сюда приклею. Клей у меня универсальный, который клеит все. Пока сохнет клей, я займусь ручкой. Ручка будет одна, как вы уже поняли. Ее я буду делать из джинсовой ткани одна сторона, вторая сторона будет из кожаных лоскутов. Длина этой 68 сантиметров. Она будет нерегулируемая, ну, не очень длинная, не очень короткая, как вы видите. Собирать лоскутную часть я буду на флизелине. Вот к этой полоске, она точно такого же размера, как джинсовая деталь. Я буду вырезать и пришивать зигзагом, вернее, между собой стачивать зигзагом вот такие вот лоскуты, желтые и вот такого серого цвета. В произвольном порядке, узкие, широкие. Посмотрю, как получится. Затем, когда у меня полоса будет готова, я ее переверну и утюгом еще раз приложусь. И у меня вот эти кожаные лоскуты, они надежно зафиксируются не только зигзагом, но еще и вот этой клеевой, этим клеевым слоем. Кожаная часть ремешка готова. И смотрите, я здесь делала выемки такие для карабинов, потому что у меня карабины несколько уже. Сейчас я вот эту джинсовую часть сюда тоже приклею. И вот таким образом закрою. И притачивать я буду, вернее, стачивать эти две детали по этой стороне. Вот так проложу строчку, так, так и вот так. То есть рамкой. Теперь, пока у меня сохнет клей на ремешке, вот это уже можно все снять. Здесь уже все высохло. Здесь я буду прошивать вручную. Для того, чтобы мне легче было прошивать, я сначала сделаю отверстие на машинке без нитки. То есть я сымитирую строчку вот таким образом. И затем уже буду в эти отверстия иголкой прошивать швом вперед иголку. То есть сначала в одну сторону, а затем в другую. Я поставила иголку для шитья кожи номер 120, и стоит у меня роликовая лапка, тоже специально для шитья кожи. Я шью очень медленно для того, чтобы избежать пропусков. Когда я шью кожу на этой машинке достаточно быстро, у меня случаются пропуски. Стежок у меня стоит 4,5 миллиметра, достаточно крупный. Кожу мелким стежком не шьют.
Все, ремешок готов. Сумка готова. Внутри вы уже все видели, когда я ее выворачивала. Сейчас я в нее что-нибудь положу и покажу, как она будет смотреться, ну, в более-менее наполненном состоянии. Ну, как вам сумочка? Мне очень даже нравится. Мне кажется, очень удачное здесь сочетание желтой кожи такой яркой и джинсовой ткани. Смотрите, модель для сумки я выбрала очень простую. Но вы сами видели, тут настолько это все легко шьется, ничего сложного. Вот молния втачивается очень просто. Затем несколько швов, делается ремешок и все. У меня больше времени было потрачено на создание вот этого полотна, на создание верха, даже не на создание, а на выкладку этих джинсовых лоскутов. Все остальное у меня, ну, буквально часа за 3-4, может быть, получилось. Шейте, импровизируйте, пробуйте, сочетайте с кожей. На этом я буду прощаться. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем желаю хорошего настроения. До свидания!